Всем привет, добро пожаловать обратно. Сегодня я решил с вами посмотреть, я не знаю, одно, может несколько из своих старых видео, потому что это была моя идея с тех пор, когда я еще в начале года вернулся. Я думал сделать это одним из первых видео, где я как раз таки, так сказать, реагирую, смотрю на видео 7-летней, 8-летней давности. И мне кажется, что пришло для этого время именно сейчас, потому что после моего возвращения прошло какое-то время, я даже вижу, что появились некоторые новые люди, которые, возможно, эту сторону меня еще не знают. Не знают, что когда-то раньше я тоже снимал видео. И мне кажется, это будет немного интересно посмотреть с той стороны, что мы с вами сегодня увидим, каким человеком я был в подростковом возрасте. И, наверное, насколько я вообще изменился, насколько изменилось мое мировоззрение. Я надеюсь, что оно изменилось, потому что в тот период времени это все было очень как-то более депрессивно. Но я хочу посмотреть с вами такие видео, которые рассказывают немного о жизни моей в то время и о моем мышлении по поводу будущего. Честно сказать, ничего хорошего тогда у меня в голове не находилось. Я надеюсь, что сейчас это изменилось. И прежде чем мы начнем смотреть, возможно, такое первое, что я скажу, это мне очень страшно вначале было на это все смотреть, потому что я вижу, что у меня пропали эти подростковые черты лица, и я старею, все мы стареем. Но на это еще тяжелее смотреть, когда у тебя есть отличная запись в отличном качестве, как ты выглядел раньше. Поэтому мы с вами сегодня посмотрим такие видео, которые называются, одно из этих видео называется «Все будет хорошо», надеемся до сих пор на это. Второе видео называется «Новый фильм, первый отпуск, увольнение и другое». Если вы помните эти видео, если вы смотрели меня в тот момент, то напишите, пожалуйста, что-нибудь в комментарии, какие ощущения это вообще вызывает у вас. Мне будет очень интересно посмотреть. На сегодняшний день все эти видео скрыты с моего канала. Некоторые из них, они доступны по ссылке, потому что я хотел комментарии почитать, а приватные видео почему-то скрывают полностью комментарии даже для создателей этих видео. Мне очень будет интересно посмотреть, потому что я старые видео смотрел, некоторые, но я выбрал те, которые я полностью от начала до конца не смотрел. И у меня было такое кринжовое... Я надеюсь, что я не сильно буду кринжевать с этого, потому что мне уже заставки очень кринжовые. Мы начнем с видео, которое называется «Все будет хорошо» по одной простой причине. Второе видео, которое мы с вами посмотрим, оно стало последним моим видео на ютубе после того, как я вообще с ютуба исчез на 7 лет. Всем привет, мы уже не виделись снова месяц, как обычно. Мне будет очень сложно снимать, потому что сейчас светит солнце, и это очень хорошо, потому что освещение хотя бы хорошее, но мне кажется, вот когда буду это... У меня уже, я слышу уже, что у меня речь настолько же плохо поставлена, как сейчас. По крайней мере, это не изменилось. И он у меня все еще жив, поэтому это хороший знак. Как то сдох, кстати. Он, кстати, довольно-таки долгую жизнь прожил, но в какой-то момент он сдох. Значит, он жив. Я долго думал, о чем я хочу снять сегодняшнее видео, потому что у меня наконец-то появилась эта небольшая мотивация, которая позволяет мне сесть и начать записывать что-то на камеру. Я видео выпустил какое-то негативно, каких-то проблем. Я смотрю на свои волосы и брови, и я понимаю, что они покрашены. У меня в тот момент был тренд краситься в черный. Заняло время, пока я пришел к тому, что мне нравится свой естественный цвет волос. Потому что у меня записано в заметках, честно, 2 пункта, которые очень-очень-очень важные вещи, которые я понял в прошлом году. Очень хочу послушать важные вещи. Я очень хочу передать это дальше для тех, кто этому не совсем еще научился, кто это еще... У меня глаза слезятся опять. А кто это еще не Эта совсем... привычка, кстати, у меня тоже до сих пор есть. У меня очень сильно видно, что слезятся глаза, думаю, это незаметно. Мне бы очень хотелось, на самом деле, чтобы я понял эти вещи намного раньше, намного в более раннем возрасте, господи. Во сколько тебе... Сколько мне лет здесь? Который у меня записан, я это записал после... Мне 20. 19, мне 19 лет здесь. Самые первые. То есть, сейчас мне 27. Прям вот для меня был взрыв эмоций и взрыв моего мозга на самом деле. Первое, что у меня записано: отношения не решат ваших проблем с самооценкой и неуверенностью в себе. Несмотря на мой возраст, кстати, это очень интересная мысль, я даже удивлен, что я к этому в тот момент пришел. У меня глаза слезятся, кстати. Очень удивлен, что я к этому пришел, потому что это правда. Я в это не верил в тот момент. Я знаю, как бы, что здесь я вру и говорю, что я все понимаю, прекрасно верю в это все. На тот момент я в это не верил, потому что у меня даже на тот момент отношений-то как бы никаких таких официальных и настоящих, что ли, не было. Это довольно-таки громкий пункт вообще, с которого начинать, но это правда. Если кто-то еще, как я сказал, не дошел до этого в своей жизни, то я могу сказать, что это правда. Пока вы не научитесь любить себя, очень тяжело будет предлагать эту любовь другому человеку в отношениях. Что когда я только начал свои первые отношения, у меня почему-то у меня не к было этому времени вернулись это не отношения проблемы. Либо мне, либо этому человеку очень не повезло, потому что я учился первым отношениям в не совсем здоровом психическом состоянии. Я понял, когда это все закончилось, и мне стало лучше почему-то, я не знаю почему. Я пытаюсь вспомнить, о чем я говорю. Человек будет вам говорить: вы красивы, у вас хороший характер, типа у вас все получается, вы все правильно делаете, это не решит ваших проблем.
Это правда. Я это понял, я очень этим горжусь, честно. тем, что я понял, мне очень... Я на тот момент этого не понял. От этого, от того, что я научился этому сам. Это одна из тех вещей, которые я это где-то Если честно быть, я помню, что на тот момент я это где-то прочитал. Я не научился этому сам, я, по-моему, это прочитал либо в каком-то, я не знаю, что это за год, что я тогда смотрел, либо это YouTube был, либо я в Твиттере это прочитал, но я не сам это придумал. Я хочу сказать, что в прошлом году я понял, это был самый-самый жестокий урок в моей жизни, но в хорошем плане. Почему так видно, что у меня слезятся глаза? У меня, кстати, сейчас тоже слезятся глаза. И это некрасиво. В прошлом году я понял ту вещь, которая помогает мне и сейчас, то есть в новом году становиться лучшим человеком. Люди часто говорят фразу «все будет хорошо». Когда вам плохо, люди очень часто успокаивают такой фразой «все будет хорошо, все нормально, не плачься». 2019 год, в котором вышло это видео, был одним из худших годов моей жизни. Хорошо, и все будет плохо. То есть обязательно... Мне кажется, карма посмотрела это видео. Равновесие хорошего и плохого. И это очень, на самом деле, сильно успокаивает и облегчает жизнь. Потому что ты знаешь, что должно быть равновесие, должно быть и хорошее, и плохое. Я, на самом деле, как бы это глупо не звучало, я до сих пор в это все верю. Я до сих пор живу с этой фразой. И мне очень интересно, что это будет. То есть это очень интересно. Жизнь — это очень круто. У меня сейчас глаза слезятся, потому что я не могу поверить, что я это сказал вслух. Я не знаю, что мне помогло. Переломный момент был для меня, походу. Донести до вас это, что это правда, потому что когда я смотрел видео, где люди об этом рассказывали, я в это не верил, потому что все было настолько плохо, что невозможно было поверить, что когда-то все будет хорошо и будут моменты, то есть я сейчас заплачу. Все эти черно-белые полосы — это и есть жизнь. Я не верил в это. Я не знаю, как заставить вас в это поверить, что реально все будет хорошо. Не надо никого ничему заставлять. И случится что-то позитивное, что сделает вас счастливым человеком в жизни, потому что, вспоминая сейчас, в каких состояниях я находился, и сейчас... Ты не представляешь, в каких состояниях ты будешь находиться, как в этом году, в котором ты это видео снимаешь. Я очень давно не чувствовал этого чувства, то есть я правда был очень счастлив. Я находился рядом с очень хорошим человеком, и я не знаю, просто мне доставляло это такое чувство счастья, которое безумно сложно. Я сейчас не учусь, то есть я не на учебе, и я не могу представить, насколько это все сложно. Может, если мне повезет, я могу. Или же я общаюсь с вами в Телеграме, в нашем чате, куда вы можете подписаться. У нас, кстати, до сих пор есть Телеграм-чат, но ссылка поменялась, она в комментариях. Все. Не будем очень долго сидеть и разговаривать, мусолить эту тему. Просто знайте, что несмотря в каком бы вы положении, в каком бы вы настроении сейчас находились, все будет хорошо, а может даже еще и лучше. Если у меня согласны ли вы со мной, верите ли вы? Всем еще раз спасибо и пока. Король монтажа. Аутро, да ладно. Я забыл, что аутро существовали. После этого видео я бы сказал, что начался, наверное, полнейший ад в моей жизни. Я не знаю, это я сглазил или что случилось, но это был очень тяжелый год. Это очень был тяжелый год в отношении с людьми, это был очень тяжелый год в плане как бы работы, познания себя, вот этой всей темы. Это был просто ад. И следующий год был хороший, кстати. Походу, как бы, я либо себя зарядил на тот год таким образом, что как раз-таки черная полоса началась после того, как я выложил это видео, но мне это очень круто смотреть, потому что это я. Это тот же самый человек, на которого вы сейчас смотрите, только 7 лет назад. Кто-то написал в комментариях, почему мне грустно, кажется, у меня слезятся глаза. Ну, как у меня, в принципе, на каждом видео. Блин, нет, классное видео. Я, на самом деле, очень сильно уважаю прошлого себя за то, что я был в тот момент либо более открытым, либо что-то случилось после того, как я как бы, в такую открытость выражал на своем YouTube-канале. Я не знаю, что случилось. Сейчас я либо не готов, либо я не знаю почему, я не настолько готов на такие темы в открытую, возможно, разговаривать, но, возможно, нам ее нужно будет в какой-то момент эту тему затронуть. Давайте продолжим, посмотрим следующее видео, которое как раз-таки стало последним, после того, как я испарился просто с YouTube, и оно называется «Новый фильм. Первый отпуск, увольнение». Мой самый большой страх в том, что я выгляжу на обоих видео хорошо, а на этом на 7 лет старше. Я не сидел перед камерой 2 месяца, потому что не снимал разговорное видео, наверное, уже очень-очень-очень давно. Делать это сейчас очень странно, потому что очень много... Я очень вижу сразу же этот контраст, что у меня здесь очень хорошее настроение. Я хочу начать это видео с того, я сейчас тоже. Я не знаю, как это даже выразить словами, я хочу поблагодарить вас всей своей душой за то, что вы участвовали, посмотрели, поделились, рассказали, поделились своими мыслями,
реакциями, прокомментировали, поставили палец вверх, что угодно, господи. Как вы отнеслись к моему фильму, который вышел 1 числа, и это уже тоже был месяц. Имеет на ютубе 500 просмотров, 50, по-моему, лайков. И 1 дизлайк. Я не знаю, как это случилось, но 2 группы, которые ведут информацию о Холзе, выставили мой фильм. Им он очень сильно понравился администраторам. Я помню, кстати, что одна из групп, я не помню название, одна из групп, кстати, написала мне: извините, мы такое выставлять не будем. Же огромную поддержку в Инстаграме, очень многие люди вы выставляли это в свои сторис, то есть как-то делились этим, очень важно. Этот фильм был бы на самом деле ничем особенным без вашей поддержки. Это правда. Я ухожу с работы, планирую, по крайней мере, уйти. Если кто не знает, по приезду в Таллин в октябре месяце я устроился на работу барменом, где проработал на данный момент 8, по-моему, месяцев. Это было мое первое место работы, и очень сильно мне запомнилось. Очень сильно продолжает накаляться. Я не буду говорить подробно об этих проблемах, потому что это конфиденциальная информация. Я честно нахожусь в шоке, потому что я не могу поверить, что это происходит с моей жизнью. У меня очень хорошие друзья, у меня очень хорошие отношения, у меня очень хорошее творческое состояние, и у меня также есть вы. Помимо этого всего хочу сказать, что в отпуске я впервые в жизни полетел на самолете. Мы летали в Берлин, в Германию. Это было очень страшно, потому что я думаю, все летали уже на самолете. Я единственный человек, которого этого никогда не испытывал. На самом деле, мне было очень страшно, потому что, во-первых, у тебя начинает закладывать уши, нос, рот, господи, пальцы, ноги. Но это было очень страшно, особенно когда он садился. То есть посадка самолета для меня была, наверное, самая страшная вещь. Но когда мы летели туда, меня очень сильно испугало то, когда самолет оттолкнулся от земли, и ты как будто летишь сам. То есть... Для меня до сих пор в самолетах это самая страшная вещь, когда колеса отрываются от земли, и он приземляется, самое страшное. Я думаю, многие из вас, кто сейчас меня до сих пор смотрит, знают, что у меня были проблемы с депрессией и прочими психическими штуками. Я хочу сказать, что это все, если у вас такие же вдруг проблемы или что-то похожее происходит в жизни, пожалуйста, займитесь этим. Пожалуйста, лечите это, потому что если вы этим не будете заниматься во взрослой дальше, когда вы пойдете, это не уйдет само. Это доказательство, что депрессия — это заболевание, это болезнь, а не какое-то состояние или настроение. Это нужно лечить, этим нужно заниматься с профессионалами. Учитывая, что я сейчас ухожу с работы, у многих членов моей семьи, наверное, и появился вопрос, что с поступлением. Так как в прошлом году я пытался поступить в Академию искусств эстонскую и не попал. Мы же говорили про это в прошлом естественно, я собирался поработать и потом снова пойти поступать, но я не знал, как сложится моя жизнь в Таллине, и она сложилась так, что я не могу поступить. Я не в том положении сейчас в жизни, что я могу учиться, но это меня абсолютно не расстраивает. Я думаю, что про положение, про которое я говорю, я имел в виду денежное, что типа я снимаю квартиру, и нужно именно работать. Я понял, что, по крайней мере, сейчас я этого не хочу. У меня есть планы на развитие в рабочей сфере. Учиться никогда не поздно. Я могу поступить, наверное, в 25, которых, я надеюсь, доживу. Почти. Я правда не знаю, что происходит в моей жизни, но я понимаю, что мне это нравится. Я поступил в 26. И я на самом деле этим Ты управляю. учишься. И мне кажется, что я на самом деле поступил учиться ради этого чувака, который сидит передо мной сейчас. В жизни все еще не знаю. Очень много вещей, которые я думал, что я знал, на самом деле так не работают. Не нужно упираться и говорить: нет, я знаю, как это работает так. Если тебе человек... Я до сих пор упираюсь, если честно. Я не знаю, что я тогда имел в виду, но я до сих пор упираюсь и говорю, что я знаю, это работает так. Принять его совет. Это до меня долго доходило, потому что, наверное, у меня все еще в мозгу остался какие-то детские установки, какие-то подростковые установки, что я прав, я планирую пойти сдавать на права. На самом деле, в следующем месяце посмотрим, соберусь я. Спустя, правда, 5 лет, но я сдал. Второй аккаунт в Инстаграме, если вы не подписаны еще. Блин, я про него забыл. Пишите на первый, я честно не буду против. Все ссылки будут в описании, на втором я больше сижу и подписываюсь на всех, кто подпишется на меня, так что жду вас там. Все. В принципе, это все, да. Спасибо большое, что посмотрели до конца. Еще раз спасибо большое за вашу поддержку и за наше общение вне видео. Если досмотрели видео до конца, не забывайте поставить палец вверх и написать что-нибудь в комментарии. Пишите, как у вас дела, пишите, что у вас нового, какие планы у вас на лето. Увидимся с вами в следующем видео. Пока. Я учусь в автошколе, да. Долго ты будешь в этой автошколе учиться, конечно.
конечно. Я даже не знаю, нет, я знаю, почему как бы я после этого пропал с Ютуба, потому что моя жизнь просто перевернулась, как раз-таки, как я и говорил, это был очень тяжелый год, и эта тяжелость, она началась как раз-таки со второй половины этого года. Я понимаю, что как бы все эти видео, они для меня на самом деле очень дорогого стоят, потому что я очень рад, что я в открытую об этом всем говорил, я очень рад, что у меня есть, так сказать, доказательства и записи того, как выглядел мой мир, когда мой мозг только развивался. Я думаю, что на этом все. Я буду очень рад, если вы сможете написать в комментариях, какие ощущения у вас это вызывает, какую разницу, возможно, вы видите. Пожалуйста, не упоминайте внешность. Я боюсь стареть, это мой самый огромный страх. Напишите, какие изменения вы в себе заметили за последние 7 лет, потому что, возможно, во взрослом возрасте каких-то больших изменений глобальных вы не можете заметить, но мне кажется, как раз-таки, когда ты переходишь из подросткового возраста как бы в другой, более взрослый, то эти изменения как раз-таки происходят, потому что у тебя полностью меняется мозг. Я буду очень благодарен, если вы поставите лайк у этого видео. Я вижу тех, кто ставит. Я очень вас ценю. И спасибо. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Пока.